Мы артисты, министрели, барды и поэты, верно служим мельпоныне песням и стихам. Пусть фиакры, фаэтоны и кабриолеты у парадного подъезда поданы не нам, у парадного подъезда поданы не нам. Но зато у нас гитары, флейты и кларнеты, но зато у нас улыбки с песней пополам. И на все вопросы ваши есть уже ответы, если автор лабиринта не ответил сам, если автор лабиринта не ответил сам. Соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла. Но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, не платье, не пальто и не жакет, но без нее вокруг прелестной дамы. Такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что собственно и создала сюжет. Все старые, а пуще молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль. Женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета.
покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Женюсь, ай, женюсь. И холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта. Одинар, вы будете как следует любить мою дочь? Да, папа. Должен вас предупредить, что Элен еще совсем ребенок. Я тоже. Одинар, я человек откровенный, должен вам признаться, что сначала вы мне совершенно не Я понравились. благодарю вас за откровенность. И господину Бобену тоже. Это тот долговязый баллон, который пристает с поцелуями ко всем окружающим, но больше всего к моей будущей жене. Ну и что же особенного, они выросли вместе, она его кузина. Это еще не основание, папа. Фадинар, я человек откровенный. Я садовод. Я сказал себе, Фадинар красавец. Он молод. Но молодость и красота – это все проходящее. А вот 24 франка в день, а вот 24 франка ренты в день, это значит 8660 в год, я не ошибаюсь? В год, вы не ошибаетесь. А вот 8660 в год при умении вести дела в городе, это не проходящее. Ну, папа, ваша дочь придерживается иного мнения. Совершенно верно, совершенно верно. Вы ей почему-то нравитесь, я никак не могу понять, почему. Но что удивительно, папа. Я многим нравился. Отправлюсь вперед, посмотрю, что делается у меня в гнездышке. Мы догоним вас, Фадинар! Мы догоним вас, Фадинар! Мы догоним!
Ты что ешь? Что ты ешь? Где ты это нашла? Что это такое? Ты же отравишься. Сколько раз я тебе говорил, не ешь, что попало. Где ты это нашла? Ну скажи, где ты это нашла? Ну что ты молчишь? Ну как тебе не стыдно? Боже мой! Да, добрый день, сударыня. Он съел мою шляпку! Это шляп? Я же не знал, что это шляпка. Сюда, держите даму. Держите, Легко осторожнее. сказать, держите. Держите даму. Это ваша лошадь? Это моя лошадь. Ваша? Это моя лошадь. Вирджини, Да, мсье? вода остыла. Сейчас, мсье. Ночной колпак. Так бы и сидел в этой норе целыми днями. Солнышко на дворе, а у нас тьма кромешная. Так, вот горячая вода, мсье. Убери. Господи, духота какая. Вирджини, Да, мсье. сегодня утром без 7:09 моя жена сказала мне. В апертюи я ухожу. Я иду покупать себе перчатки. Замшевые перчатки. Простите, мсье. Я иду покупать себе замшевые перчатки. Никто никогда не заставит меня поверить, что на покупку замшевых перчаток Вирджини! А как была одета сегодня утром моя жена? На ней было ее новое платье с воланами и красивая шляпка из итальянской соломки. Шляпка, которую ей подарила баронесса. Ее крестная. Мать. Тетка. Мать. Шляпка, которая стоит по меньшей мере 500 франков. 500 франков. Еще для того, чтобы купить пару перчаток. Замшевых. А, замшевых. Нет, это все-таки странно. Да, непонятно. Что тебе непонятно? А? Что тебе непонятно? Нет, я уверен, моя жена находится в гостях. Ты немедленно поедешь к госпоже Элоа. Мсье, я уверена, что ее там нет. Нет. А, значит, ты знаешь. Я мсье. Ты месье. Я ничего не знаю, месье. Не знаешь? Я сказала, я не думаю. Что ты не думаешь? Я так не могу, месье, больше. Грой-то не в 2 шагах отсюда. Хорошо, хорошо. Возьмешь фиакр. О, Анаис, Анаис. Ой. А вот и я, Феликс. Вирджини, сейчас мы пойдем смотреть свадебные Мадемуазель. подарки. Подожди меня во дворе. Во-первых, хозяин вернется к 10 часам со всеми приглашенными. Они осмотрят дом и отправятся в мэрию. Надо брать сено во дворе и докрасить конюшню. А во-вторых, табак в таком количестве вреден для здоровья. Ты можешь умереть. Не умру. Месье Феликс, только между нами. А чего это ваш хозяин задумал жениться? Влюбился. Месье Феликс, если вам вдруг понадобится горничная, вспомните, пожалуйста, обо мне. Вам надоело служить вашему хозяину? Не вспоминайте мне о нем брюзга, ревнивый. А его жена? Я, конечно, не люблю говорить о своих господах. Разумеется. Ханжа, кривляка, недотрога. Стоит только хозяину уйти, как она тут же исчезает. А сама сделана точно из того же теста, что и другие.
А потом мне так хотелось бы служить со своим земляком из Рамбуе. Слава, отрава, да честь дорога, нету покоя отныне и впредь. Смилуйся, Боже, пошли мне врага. Было бы ради чего мне в бою умереть. Шпага разрешит все споры, бей, безумствуй, кали. Чем храбрее мушкетеры, тем бодрее короли. Чем храбрее мушкетеры, тем бодрее короли. Не смущайтесь, не смущайтесь. Это я, дядюшка Визенер. Гости уже собрались. Нет еще, старый колпак. Пожалуйста. Итак, мы прибыли на свадьбу, молодой человек. С пляшем регадон. О, регадон! Он глух, как старый пень, как старый пень. Благодарю вас. Пожалуйста. Благодарю. Я думал, что встреча назначена в мэрии, но оказывается здесь. Здесь. Дело в том, что мэр скончался. Да. Он умер после инфлюенции. Ничего подобного. Я не пешком, а в фиакре. Отнесите это в комнату новобрачных. Это мой свадебный подарок. Хорошо, сударь. Мой дорогой племянник, Фадинар. Кто это? Это ваш дядя. Это мой дядя? Феликс, ты свободен, у меня есть собеседник поинтереснее. О, дядя! Мой дорогой племянник, позвольте мне поздравить вас. С чем? О, О, все родственники моей жены ужасно любят целоваться. Итак, прекрасная история. Выехав сегодня в 8 часов утра из да, Шарантоно... где новобрачная? Они следуют за мной в 6 фиакрах. Итак, выехав сегодня в 8 часов утра из Шарантоно... Да, я привез вам свадебный подарок. Благодарю, прошу вас. Прекрасная история. Я ехал через лес, и мне понадобилось остановиться. О, мой дорогой племянник, такие чувства делают вам честь. Какие чувства? Честь. Там была крапива, я обжег руки. О, я счастлив за вас, мой друг. Да? Благодарю вас. Итак, я возвращаюсь обратно и не вижу моей лошади. Лошадь исчезла. Я туда-сюда. Где лошадь? Лошади нет. Как господин Фадинар потерял свою лошадь? Господин Феликс, я разговариваю с человеком, который ничего не слышит. Я прошу вас никогда не вмешиваться в мои семейные дела. Да. Да, я бы сказал бы больше. Только у хороших мужей бывают хорошие жены. Да. Лошадь исчезла. Я туда-сюда, лошади нет. Я подхожу поближе. И вдруг что я вижу? Моя лошадь. О! Жует какой-то пучок соломы, украшенный маками. Я слышу истошный женский крик. Моя шляпка, моя шляпка. Пучок соломы оказался шляпкой. Она повесила его на дерево, увлекшись беседой с каким-то военным. Кстати, довольно игривая девица, она мне понравилась. Нет, я живу в Шайо. Проживаю в Шайо. Чтоб ты сгорел. Да, около пожарной части. Ну, хорошо. Я согласен. Только я собираюсь принести извинения даме, как вмешивается этот военный. Какой-то бешеный африканец. Ну? Ничтожный сморчок, кричит он мне. Ну, надо знать меня. Кровь моментально ударила мне в голову. Я ему тоже кое-что ответил. Он бросается на меня, я бросаюсь. В седло, и вот я здесь. Я успел только бросить монету 20 франков. 20 франков? Ну, может, это были 20 су, я не помню. Кстати, надо будет вечером подсчитать. Ну, ешь, а, не хочешь? О, ты видела? Хватит. Мой дорогой, в котором часу мы отправляемся в мэрию? В 10 часов. А? В 10 часов. Ага, так. Ну, Ну что, ну, ой, благодарю вас. прости. Вот так. Еще раз, пожалуйста. Вот, спасибо. В 10 часов. Да. Так, может быть, я успею вздремнуть, если вы разрешите. Вы мне доставите огромное удовольствие. О. Ну, прошу вас. Благодарю. Иветта, Лизетта, Музетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя, Ваня,
как солнцем июльским согреты. Покуда со мной, клянусь, моя песня спета, и Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета, Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Палетта, Колетта, Фло. Рай, ну просто рай из красного дерева. Еще эти занавески из замши. Стулья тоже очень дорогие, но красивые. Но почему же такие дорогие? Вообще мебель сейчас очень подорожала. Настоящая обстановка для медового месяца. И сейчас сюда войдет моя маленькая женушка. А мне кажется, что я ей буду верен. Она так прелестна, так мила в своем венке из флёр-д'оранжа. Элен. Все? Дядя, все? Что? Все. Тихая семейная жизнь. А что хорошо? Не нужно думать, куда идти вечером. Ужас. Ну, прощай, мой дорогой племянник. Прощайте, дядюшка, прощайте. Иди сюда. Что? Иди сюда. Ну, иди. О, опять это семейная традиция, дядя. Ну, Нет, дай- хватит, все, больше нельзя, нельзя больше, все. И вообще, когда я женюсь, Да. я запрещу все поцелуи в семье. О, благодарю. Это взаимно. И я тоже. Ничего не слышит. Семейка. Смелее, я с вами. Входите, мадам. Я прошу вас, И ничего не бойтесь. я прошу вас. Входите. Ваше посещение делает мне честь. Но я должен признаться, что... Сударь, вы, конечно, не рассчитывали увидеть нас снова. Я прошу вас, Эмиль, не надо скандала, ради Успокойтесь, мадам. Я не дам вас в обиду. Но я должен признаться, что именно в эту... Предложите, по крайней мере, даме стул. Хорошо. Дама хочет присесть? Да. Не знал этого. Немножко раздражает меня этот африканец. Раздражает. Бога. Эмиль, у нас мало времени, сократим этот визит. Сударыня, максимально сократим визит. Пожалуйста. Вам необходимо научиться правилам приличия. Лейтенант! Сударь! Я уже прошел курс обучения. Прошу. Вы очень невежливо покинули нас в лесу. Я очень спешил. Надеюсь, что вы случайно обронили эту мелочь. О, 20 су. Я так и думал, 20 су. Простите, произошла ошибка. Пожалуйста. Что это такое? Это 20 франков за шляпку. Сударь! Я обещал даме сохранить спокойствие. Я не думал, что стоимость шляпки... Что там случилось? Я не думал, что стоимость шляпки... Пожалуйста, еще 3 франка. Мы пришли сюда не для того, чтобы требовать денег. А чего вы требуете? Принесите извинения даме! Я должен просить Я прощения. освобождаю вас от извинений. Ничуть, сударыня, я не дам вас в обиду. За этим дело не станет, сударыня. Но, говоря откровенно, это же не я съел вашу шляпку. Нет. Сударыня, что он хочет этим сказать? И вообще, зачем ваша дама развешивает шляпки на деревьях? Да. Дерево это ведь не вешалка, сударыня. Нет. И зачем ваша дама гуляет в лесу с военным?
Зачем? Это может показаться подозрительным. Что вы хотите этим сказать? Господин Тавернье, Кто такой Тавернье, сударыня? Это я, сударь. Простите. это мой кузен, мы выросли вместе. Кузен, понятно. Если мы отправились на прогулку, то только для того, чтобы поговорить о его будущем, о его карьере. Я хотела наставить его на путь истинный. Для этого вы сняли шляпку, сударыня? Черт возьми! Что вы хотите этим сказать? Не ломайте мои стулья, сударь! Итак, закончим. Закончим. Сударь, вы, наконец, принесете извинения моей даме? С большим удовольствием. Я спешу. Сударыня, примите мои уверения в моем почтительном уважении, с которым... Ладно, я задам хорошую трепку своей лошадке. Нет, этого недостаточно. Ах, вам этого недостаточно? Нет! Хорошо, я отправлю на вечную каторгу. Сударь! Не ломайте мою мебель, сударь. Где мой зять? Где этот неотесанный мужик? Боже мой. Это конец. Если он застанет женщину в моем доме, я погиб. Что делать? Зять мой, я расторгаю все. Вы неотесанный мужик. Ну что я такого сделал? Ну что я сделал? Ну что, господа, рад всех вас видеть. Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Процессия у крыльца. Великолепное зрелище! Ну и что? Вы должны были встретить нас у ворот дома. И расцеловать нас, дядю Петю. Я молчу. Отвечайте, пожалуйста, отвечайте, пожалуйста. Слушайте, у нее тик. Как же я раньше этого не заметил? Смотрите. Я понимаю, почему вы так на нас смотрите. Ой, какой Мы ваши чудный глаза мальчик, чей это деревенские мальчик? жители. Мы свободны, дядя? Динар, вы уже начинаете презирать свою семью. Слушайте, папа, выпейте слабительное. Это вас успокоит. Ой. Стоп! Брак еще не состоялся, все можно расторгнуть. Расторгайте, дядя, расторгайте. Черт возьми! Кузен, мы же папе ногу отдали. Мне ужасно жмут новые башмаки, раздражают меня. Господа, она дергается. Она не дергается. Слушайте, прекратите у меня веником трясти перед лицом. Это не веник, Это не веник. А что это такое? Эмблема, дядя, эмблема. Вы смеетесь над этим, что мы крестьяне, Мы невинные. мирные жители, мы садоводы, дядя. Смейтесь, мне все равно. Я хочу собственноручно поставить это миртовое дерево в спальне моей дочери, чтобы она могла мне сказать... О, черт! О, боже мой! Они все дергаются, это что, наследственное? Ой, собачки, иди ко мне сюда, маленький. Меня булавка колет. Вот тут, Да? на спине. Какое несчастье, какое несчастье. А это булавка? Боже мой, какое счастье, Сейчас что это булавка. я сейчас. Да, пожалуйста. Сударь, куда вы? Мы вместе росли. Вы вместе росли, но вы уже выросли. Ладно. Мне надо листогрядки, сударь. Возьмите животное. Пожалуйста, Так, я сам посмотрю. побегай, она выскочит, побегай. Бабен, предложи руку своей кузине. А это куда? Зять мой, мы едем в мэрию. Да, сударь, мэрия в ту сторону. Мэрия туда. Да. Вы туда, а я туда. Нет, нельзя. Нет, я запрещаю, нельзя, сударь, я запрещаю. Нет. Так, не забудьте вот это и быстренько по каретам. Господа, что вы сидите все в кареты? Я только заплачу. Это мой племянник. Какая прелесть. Да, внучатый. Едем. Куда мне уйти? Да, держи племянника. Господи, боже мой, сумасшедший какой. Так. А ты откуда взялась? Господин Феликс разрешил мне посмотреть свадебные подарки. Что это такое у тебя? Подарок господина Феликса. Ну-ка, дай сюда подарок. Не знаю никакого Феликса. Моя горничная, мы погибли. Отправьте ее немедленно, иначе я убью вас. Понял. Уходите, сударыня, иначе я убью вас. Убирайтесь отсюда, или я убью вас, сударыня. Объясните, что все это значит, сударыня. Куда? Она теряет сознание. Ничего. Как ничего? Сударыня, Как не рвите ничего? руками портьеру, не рвите портьеру, сударыня. Возьмите ее. Давайте. Это моя горничная. Она узнала шляпку. Она все расскажет мужу. Как мужу? Так. Мужу? Мужу. Он грубиян и ревнивец, сударь.
О, зачем же на постель? Я вас умоляю, не надо на постель. Лежите. Это святое, сударь. Лежите. Я вернусь домой без этой проклятой шляпки. Мой муж, он все видит в черном свете. Он вообразит себе такие вещи. От которых у него почернеет в глазах. а? Я понимаю, я чувствую, что я умру от Боже всего вас сохрани, этого. только не здесь. Только, я вас умоляю, не здесь, сударыня. Квартира для этого совершенно не приспособлена. Тихо! А, Тихо! Надо немедленно достать точно такую же шляпку. Сударыня, африканец прав. Возьмите образчик, если вы сейчас же отправитесь, только не здесь, по магазинам. я, вы что, с ума сошли? Вы что, не видите, что я умираю? Вы что, не видите, что дама при смерти, а? Дайте ей стакан воды. Сударь, вы же не при смерти, дайте ей стакан воды в конце. Как вы думаете, могу я оставить даму в таком состоянии, а? Зять мой, ну где же вы? Я сейчас. Мы едем или нет? Сейчас, дорогой мой. Да, дорогой. Тихо, сударыня. Поймите, сама по себе, тише. Шляпка не окажется на голове у вашей дамы. Ах, да. Нет, не окажется. Ну, безусловно. так поэтому, сударь, слушайте, что я вам говорю. Слушайте! Поэтому вы сейчас же летите, бегите вперед. Что, бежать? Нет, это невозможно, Голубчик. сударыня. Я хочу сообщить, что я сегодня женюсь. Я рад сообщить вам об этом знаменательном событии. И вся свадебная процессия, все мои родственники ждут меня у ворот моего дома. Да плевать Сударь, я мне на говорю, что я вашу женюсь, свадьбу! вам плевать. Мне на вашу свадьбу плевать. Сударь, мы не уйдем Боже отсюда мой, где до вы тех его пор, взяли? пока на голове моей дамы не окажется точно такая шляпа. Вам ясно? Обратите внимание на качество итальянской сосновки. Очень верные замечания. Обратите внимание на качество. Сударыня, ну помилуйте. Ну что же, сейчас, понимаете, как заяц побегу, понимаете, за вашей шляпкой. Сударь, да вы пойдете Моя или не свадьба. пойдете, в конце концов? Да вы не трогайте мои стулья, в конце концов. Вещи не трогайте, мебель оставьте в покое. Ну что мне делать? С фиакрами, с мэром, который ждет? Ай, пойти и все рассказать тестю. Или вы достанете шляпку, или свадьбы не будет. Я, конечно, помогу вам, сударь. Потому что слишком хорошо понимаю ваше положение. Но пальчиком царапать мебель не надо, сударыня. Я готов! Мой тесть, моя невеста. А ты куда? В мэрию! Вперед! Жильбер? Мой счетовод господин Тардево еще не приходил? Нет, мадам, он не приходил. Он слишком стар. Придется взять молодого, не правда ли, Жильбер? М? Месье Жак, проповедь это очень хорошо. Но я вам скажу честно, месье Жак. Я вам скажу прямо. На этом свете существует только ложь, обман и воровство. Ну, это спор. Да ничего не спорно, я вам приду пример. Вчера, например, я выхожу из дома. Не успел сделать и 3 шагов, как у меня стащили платок. Платок у меня стащили. Доброе утро, господин Тардево. Как здоровье? Очень плохо. Хорошо. О чем я говорю? А, да, платок у меня стащили. Иду в магазин, чтобы купить себе новый. В витрине написано: здесь говорят только по-английски. Вхожу. Ничего подобного. Говорят только по-французски. Гнусность. Гнусность. Что вы говорите? Дальше. Написано: цены без запроса. А я торгуюсь. Я торгуюсь. И мне уступают 9 су. 9 су.
Хорошо. Плачу, получаю сдачи, и вместо 5 су сдачи я получаю 4, месье Жак, 4. Ну, не гнусность? Гнусность. И после этого они хотят, чтобы мы любили род человеческий. Ах. Ну, хорошо, месье Жак, сегодня мы с вами опять дежурим ночью в карауле. Будем с вами всю ночь пить сахарную воду, потому что пиво мне вредит. А мне нет. А мне вредит. Вот здесь какое-то жжение, какое-то томление. Неприятно, месье Жак. Я вам сейчас расскажу. Боже мой, какая жара! С утра в голове копошится какой-то червяк. Потом ночное дежурство в карауле. Да, пришлось мне сменить мундир, потому что форма в салоне модистки, сами понимаете. Папаша Тардиво, вам давно перевалило за 50, и потом ваша нога. Мне уже 60, сударь. Но, снисходя к ходатайству, правительство оказало мне милость и продлило срок моей службы. Франция, мой дорогой, еще нуждается в нашей защите. Кругом столько негодяев. У меня вчера, вчера у меня стащили платок. Вы можете себе представить? Я прошу вас, будьте добры, поглядывайте, пожалуйста, и в нашу сторону. Негодяев гораздо больше, чем вы думаете. Да, я предполагаю, что в каждом сидит негодяй. Если его вскрыть, то в нем непременно... Мадам Покардон давно ждет. Это мое вас. убеждение. Господин Тардиво, примите мои поздравления, вы опять опоздали. Виноват, сударыня, но я не виноват. Я вчера купил себе новую бритву. В магазине меня уверяли, что лезвие будет брить очень хорошо, а оно не бреет совсем. У меня к вам срочное поручение, господин Тардиво. Вы сейчас помчитесь? Ну, куда я могу помчаться? Прежде чем помчаться куда бы то ни было, я должен Вы сейчас помчитесь в переодеться. изументную мастерскую. Но я должен надеть свой фланелевый... Вы принесете трехцветные шарфы. Это заказ мэра из провинции. Но я, сударыня, у меня совершенно мокрая рубашка. Как? Вы еще здесь, господин Тардиво? Ну, хорошо, я переоденусь, когда вернусь. С самого утра я сегодня гоняюсь за воспалением груди, но, кажется, сейчас я его догоню. Вам бы видеть мои сны, сударыня, вы были со мной бы милосердны. Боже мой, опять с вами. Тут мне снился такой отвратительный сон. Будто я целовался с нотариусом и 2 адвокатами. Я с ума сойду. Достаточно. У меня кружится голова. Господин мэр еще не пришел, мне нужно уладить кое-какие формальности. Из экипажей не выходить. Я прошу всех оставаться на своих местах. Я предупреждаю, это не деревня, это город. Сударыня, мне очень нужна шляпка из итальянской соломки. Быстро, немедленно. Торопитесь. Это ты? Милый. Клара, ужасная встреча. Видимо, у вас таких нет. Ну, хорошо, я зайду через секундочку. Наконец-то. Откуда вы явились? Я прибыл издалека. После 6 месяцев отсутствия. Только без шума. 6 месяцев не было ни одного дилижанса. Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых ты... Я признаюсь, я был слегка неправ. Слегка неправ? Вспомни. Началось. Во время похорон моего несчастного мужа. Ну почему он несчастный? Мне лучше знать. Ну, пожалуйста. Начался ужасный ливень. Накрапывал дождик. Ливень. Накрапывал. Я лучше помню. Хорошо, ливень, пожалуйста. Ты меня завел в какой-то мрачный склеп. Кстати, склеп был очень уютный. Да? Но потом ты мне говоришь, подожди меня минутку, я пойду за зонтиком. Я как дура осталась ждать. И вот прошло 6 месяцев, и вы явились без зонтика. Почему преувеличивать, сударыня? Почему я преувеличиваю? Почему преувеличиваете? Прошло не 6 месяцев, а 5,5. А зонтик — это просто моя забывчивость. Да? Кстати, хорошо, что вы напомнили. Я как раз сейчас за ним схожу. Нет, я требую объяснений. Дети мои, будьте внимательнее. Я советую вам вести себя как полагается.
Не снимайте перчаток те, у кого они есть. Да-да. Что касается меня... Месье Ваванкур, поставьте куда-нибудь свое дерево. Эмблему! Молчите! Я расстанусь с ним только тогда, когда разлучусь с моей дочерью. Папа, меня все время колет что-то. Двигайся, двигайся, и все пройдет. Папа, Да-да. а что со мной будут делать? Ничего, ничего. Ты должна скромно опустить глазки и сказать «да», и все будет кончено. И все будет кончено? Да. Клара, малютка, ты же знаешь, как я люблю тебя. Этот человек обещал на мне жениться. Я обещаю тебе не отказываться от обещания. Если ты женишься на другой женщине... Молчи, молчи. Жениться на другой. Никогда. Никогда? Никогда. 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 Мне нужна шляпка из итальянской соломки. Немедленно, с маками. Для другой женщины? Молчи. Для какой женщины? Это для драгунского капитана, который хочет украсить голову своего полковника. Я тебе не особенно верю. Но я тебя прощу при одном условии. При каком? Сейчас ты обедаешь со мной? Как сейчас? Так. Сейчас будем обедать? Да. Во. На вечер. Вечером. О, потрясающая идея. Думаю, ну что делать вечером? Думаю, как убить вечером? Это была блестящая идея открыть шляпный салон. Да, это естественно. Я совершенно не похожа на других модисток. Я добродетельна. У меня нет возлюбленных в настоящий момент. Осторожнее там. Черт бы подрал эти деревенские свадьбы. Такая жара, они женятся. Поясницу ломят. Дети мои, а вот и господин мэр со своим трехцветным шарфом. Идите все сюда, идите. Я чувствую, как рубашка вся промокла, а завтра... О, боже мой, где мой фланелевый жилет? Вот он, мой фланелевый жилет. Наконец-то я переоденусь. Боже мой, какая духота. Сударь, вот невеста. Поздоровайся. Моя дочь. Моя кузина. Да. Да, а это наши родственники. Поздоровайтесь, поздоровайтесь. Доброе утро. Тихо. Итак, не желаете ли вы начать? Это книга гражданских записей. Ага. Мы в ней все должны расписаться. А как же те, которые не умеют писать? Поставят крест. Да. Вы готовы?
Антуан, Петипьер. Но имена мне не нужны. Странно, у нас в Шарантоно всегда их спрашивают. Поторопитесь, мне очень жарко. Хорошо. Антуан Баатюр Петипьер, по фамилии Нананкур. Простите мое волнение. Где вы живете? Имею все права гражданства. Я спрашиваю, где вы живете? Садовод. Бессменный член общества садоводов Сиракуз. Да. Это совершенно лишние подробности. Почетный член общества садоводов Сиракуз. Молчи, Бабен. Родился в Грабуа 21 декабря 1800. Хватит, меня совершенно не интересует ваша биография. Я закончил. Он весьма извиден, этот мэр. Ваш черед. Ваш черед, дядя! Сударь, прежде чем возложить на себя миссию свидетеля... Пожалуйста, сударь, побыстрее, мне очень жарко. Я проникся этими обязанностями. Нет, я сегодня, безусловно, схвачу плеврит. Я понял, что свидетель должен обладать 3 качествами. Не, куда к черту девался мой зять, а? Совершенно верно. Французская пословица гласит, для того, чтобы узнать вкус вина, не надо пить целую бочку до дна. Ну, если ты согласишься подождать, я тебе выпишу из Флоренции точно такой же через 2 недели. 15 дней. Да? Я знаю в нашем городе только одну такую шляпку. Клара, я ее покупаю. О, она не продается. Почему? Вряд ли баронесса де Шампиньи согласится. О, Клара, ты же знаешь, как я люблю тебя. Фадина. Ты знаешь, Клара, ты Я все знаешь. знаю. Слова, все слова. Ну, Знаю. молчи. Кузен Леонидас. Вот это да. Я пропал. Да, мой зять целует постороннюю женщину. Развратник. В день своей свадьбы. В день своей свадьбы. В-третьих, простите, в-третьих, быть французом. Да. Или, по крайней мере, сейчас, однушку. Иметь французское... Не продолжай. Подожди. Зачеркните все. Я расторгаю все. Я беру свою дочь обратно. Бабен, я отдаю ее тебе. Возьми. Дядя! Лезьте на грядки, сударь! Почему все вышли из фиакров? Мой зять, я расторгаю все. Это уже старое, я это уже слышал. И не торгуйтесь, вам это не поможет. И вы еще спрашиваете? Нет, ты еще спрашиваешь. Тебя только что застали свои колумбины. Несчастный Орликин. Это не Коломбина. Это моя кузина, господа. Кузина. Хватит. Я больше не могу оставаться в этом состоянии. Мне совершенно необходимо сейчас же переодеться. Хватит. Все. Куда вы уходите? Нет. Куда он уходит? Куда он уходит? Дядя. Молчи, баба, молчи, баба. Сын мой, ты должен представить там свою кузину. Да. Я приглашу ее на свадьбу. Господа. Стойте. Кузина не может выйти сюда. Почему? Дело в том, что она в трауре. В розовом-то платье. Это не деревня, а город, сударь. Это траур по ее несчастному мужу. Отпустите меня. Что же это такое? Кто эти люди? Подождите. Отпустите меня. Подождите. Ну почему они ее преследуют? Мне нужно переодеться во фланелевый жилет. Отпустите Господа! Пропустите его. Пропустите меня. Пропустите его к телу, господа. К собственному телу. Пропустите меня. Боже. Господа, я просил вас. Я вас умолял, господа. Оставаться на своих местах. Вы же видите, что я в трауре. Вы видите, в каком я состоянии. Вы, почетный член этого Сиракузского общества садоводов. Да. Не сегодня-завтра член французской академии. Ну. Как мальчик. Бегаете по пятам, мешайте мне жить. Не буду. Господа. Успокойтесь. Моя кузина. Ради бога, успокойтесь. Успокойтесь. Я вас выйду. Успокойтесь. Не надо. Клара,
Скорее скажи мне, где она живет? Кто? Твоя баронесса. Какая баронесса со шляпкой, дура! Почему Ну, не сердись, ну, Клара, ну ты же знаешь, как я люблю тебя. Скажи мне адрес. Зачем адрес? Тебе скажет господин Фадинар. Какой Фадинар? Фадинар, я миленькая, совсем от меня с ума сошла. Ой. Гордивая, перепутала. Нет, никогда не женишься на мне, никогда. Ну почему не женюсь? Когда-нибудь женюсь. Фадинар. Обязательно женюсь. Фадинар. Фадинар, куда же ты? Это не просто сумасшедший дом, а сумасшедший дом со сквозняками. Я пошел домой. Нет, стойте. Возьмите перо, бумагу, пишите. Я встал в 6 утра сегодня, разжег огонь и побрился ужасной бритвой. Пишите. Сударыня, участь двух влюбленных зависит от вашей шляпки. Затем я сварил суп и съел его. Какой суп? Суп из спаржи. Я совершенно не могу пить кофе с молоком. Это мне... Как только вы напишете это письмо, я вам дам отпуск в 3 дня. Пишите, баронесса. Жить вам напомнить, что самоотверженность является лучшим украшением женщин. Всюду ложь, воровство, обман и невежество. Не надо этого писать, я вам этого не диктовал. сквозняки. Сквозняки доводят меня просто до отчаяния. Чем я закончил? Украшением женщин. Прекрасно. Теперь подпись. Граф Фадинар. Граф. Мне кажется, должно произвести благоприятное впечатление. Вот, я сварил суп и съел его. Традиво, а вы когда-нибудь любили женщин? Боже, сохрани. А жаль. Во-первых, пришел час обеда. Прошу. А во-вторых, в связи с нанесением ущерба движимому и недвижимому имуществу господина Фадинара, вы ответите перед законом согласно кодексу Наполеона по статье 174. Пошел вон отсюда! А за нанесение телесных повреждений по статье 186. Бабен, не увлекайся. Спасибо. А время счет идет подробный. А время счет идет подробный. Париж, Париж, тебе не снился злость подобный. Париж, Париж, тебе не снился гость подобный. Женятся. Только не на вас. Один корнет задумал славу прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда от нетерпения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе раздались горькие слова.
Видите ли, мой корнет очаровательный корнет. Все дело в том, что, к сожалению, все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Тогда корнет решил жениться и взять в приданное миллион. Пардон. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе. Да-да, раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет очаровательный корнет. Все дело в том, что у невесты, все дело в том, что у невесты приданного в помине нет. Все дело в том, что у невесты приданного в помине нет. Тогда корнет бежать решился из-под венца. Какой скандал. На остановку дилижансов. Он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет очаровательный корнет. Все дело в том, что в дилижансе, все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет. Все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет. Сударь! Феликс, поздравляю. Сударь, я только что издал. Да, что случилось? Во-первых, позвольте поздравить. Благодарю, вас. благодарю. Во-вторых, этот военный ломает стулья. Мои стулья? Да, ваши стулья. Он ругается и скрежещет зубами. Феликс, я приказываю выбросить в окно. Выполняйте. Не согласится, сударь. Да. Что с дамой? У нее нервные припадки. Ну, ничего, успокоится. Пришлось вызвать доктора и вложить ее в постель. Как в постель? Что, в мою постель? В нашу постель? Вашу постель, Боже, сударь. ложа моя, Элен, которая даже не смела сквернить взглядом, какая-то дама катается в судорогах. Феликс, скачи немедленно назад, я приказываю. Ну, сударь. Феликс, поднять ее и сменить белье. Быстро! Ну, сударь, это невозможно. Держи. Скажи африканцу, что я привезу нужный ему предмет ровно через час. Скажи, что я иду по следу. Быстро скачи! Мне нужна эта шляпка. Я достану ее любой ценой. Даже если ее придется сорвать с головы королевы Англии. Лакей кружится, под снедью ломятся столы, день будет жарок, вино искрится, как подрумянины бока у всех цесарок.
Повсюду слышится счастливый хор кухарок. Жених с невестой, сердца как пара голубков, Глаза, как вишни, сюжет прелестный. какая пара, боже мой, здесь третий лишний. А если что-нибудь не так, Прости, Всевышний. Элен, моя голубка. А время счет ведет подробный. А время счет ведет подробный. Париж, Париж, тебе не снился брак подобный. Париж, Париж, тебе не снился брак подобный. Тому 100 лет случилась эта штука, случилась эта штука, случилась эта штука. В ней может правды нет, в ней может правды нет, но в ней своя наука, но в ней своя наука. Спокойно спи, дрожа мы не привлем, мы ты позволишь. Твой водевиль, пока ты спишь, прокомментировать всего лишь. Спокойно спи, Жен-Лаби. Мы не привлем, и ты позволишь. Твой водевиль, пока ты спишь, прокомментировать всего лишь.